Приветствую вас, друзья! Это игра Cowboy Life Simulator. Продолжаю играть. 5-й день, наступила суббота. Ну что же, предыдущий день я посвятил своей ферме. Как вы видите, у меня теперь в доме появился камин, где я могу готовить. Вот, приготовил какой-то бигус, очень питательный. Здесь у меня мастерская. Наделал стулья. Сейчас скажу зачем. Давайте я сперва продемонстрирую те изменения, которые у меня здесь произошли. Так, здесь у меня что? Доски. Домик. Здесь я поставил колодец. Теперь растения поливать. Набирать лейку мне не надо туда к озеру. Я прям здесь это делаю. Здесь компостная куча. Делается компост. Ну, что-то связанное с удобрениями. Так, здесь у меня, вон, видите, конопля выросла. Капуста тоже выросла. Чувствую, будто что-то щелкнуло. Не знаю, но что меня это устраивает. Так, а здесь что? Здесь пшеница. Здесь горох. Морковь. Поставил загон для кроликов. Вот. У меня там уже один кролик. Я не знаю, приносят они что-нибудь или нет. Положил им корм. Вот, один кролик у меня. Наверное, он принесет, когда я его зарежу. Ну, не знаю, пока вот один кролик, я его ничего с ним не делаю, потому что хочу поймать второго, чтобы они размножались. Так, ну здесь сушилку для мяса. Сушеное мясо восстанавливает всего 20 единиц голода. Здесь коптильня. Копченое мясо аж 15, вообще мало. Поэтому я в основном из мяса готовлю вот эти вот бигасы. Там нужно мясо и капуста. Восстанавливает голод 60. Так, здесь поставил мастерская дубильня. Ну, она перерабатывает кожу животных. Вот выделенные шкуры, вот делает кожу. Так, ну, собственно, пока все. Так, давайте, знаете, что я сейчас надо здесь мне полить. И отправимся сегодня покупать такие, наконец, уже лошадь. Я думаю, пора покупать лошадь. Деньги у меня есть. Сейчас покажу, как они зарабатываются. Надо только это полить быстренько. Да, и капусту насадить. Пшеница с горохом очень долго растет. А здесь что сидит? А здесь морковь сидит. Тоже довольно долго она растет. У меня уже $33. На лошадь, я думаю, точно хватит. Так, сейчас с огородом закончим. Здесь у нас культивация. Это нужна мотыга. Возьмем мотыгу. Кстати, я заметил, что вот смотрите, у меня сидела здесь капуста, да, был огород. И я собираю семян меньше, чем нужно на посадку. По-моему, вот так. Я не знаю, сейчас давайте проверим. Вот здесь вот. А, тут у меня две ячейки были пустые. Или нет, все хватило, да? А вот когда я вот садил коноплю, вот видите, 2 ячейки пустые, то есть мне не хватило. Не знаю, это, наверное, может быть рандом. Иногда семена собираешь, ну, с каждого,
урожая, а иногда нет. Так, сейчас нужно все-таки полить, прежде чем куда-то идти. Так, полито. Ну, вроде бы здесь все нормально. Вот это еще. Так. Да, хотел показать, как денежки зарабатывал я. Смотрите, приходит почта. Вот. Здесь заказы, вот, например, стулья. И за это вот дают деньги. Ну, награда была деньги, вот тут сейчас дадут золотые самородки. Я сделал эти стулья. Раз. И забираю самородки. Да, ну и опыт еще идет. Вот капуста. 50 единиц капусты, но у меня столько нет. Смотрите, дадут. Награда упущена, почему-то написано. Ну вот $20 дадут. Ну 50 капусты, ну у меня столько нет. Я не знаю, осталось еще 118 часов. Вряд ли я соберу 50 единиц капусты. Вот денежки, $8. Мешки для воды не могу делать, нужна мастерская. Нужно мастерскую ставить. А там нужно много бревен, досок. В общем, надо будет этим заняться. Так, мне нужно покушать. Сейчас я все выложу. И поехали, сходим. Вот у меня здесь 8 капусты только. Качество 4. Подойдет. А это качество аж 5. Это вот сюда. Ну, 2 самородка сюда. У меня 2 ловушки стоят. Одна ловушка я поставил. Ну, просто она кроликов ловит. Их не подбираешь, а собираешь шкуру и мясо. А вот здесь я поставил еще одну ловушку. Она уже именно для того, чтобы ловить. Посмотрим. Ничего нет. Ну, тоже, знаете, рандом. Иногда ловит, иногда не ловит. А вот в этих местах ходили дикие кабаны. Я ходил, охотился на диких кабанов. У меня револьвер есть, патроны есть. Так, пойдемте, купить лошадь у ветеринара Отто. Уже пора. Чтобы я быстрее перемещался. И у этого Отто у меня еще и задание. Так, и вот здесь вторая ловушка стоит. По пути зайдем. Надо их больше поставить. Есть кое-что. Вон я собрал шкуру. Что там? Шкура одна была, вот такая кость была. А мяса почему-то в этот раз не было. А нет, есть, вот оно мне сюда попало. Вот мясо. Пойдемте уже купим лошадь. Предыдущий день я весь провел на ферме. Больше ничего не делал. Вот, кстати, глина. Ну, наверное, тоже нужна будет. Стеклянная бутылка подобрал. А, глина выкапываешь и все, и она пропадает. Как она хоть выглядит-то. А что-то глина не попала. Стеклянная бутылка попала, а глину я не вижу. Воздушный шар летает. Вот это что такое? Кладбище? Да. Доски. Еще? А, не, вон какие-то кости. Череп возьмем. Кость.
Прекрасно. Еще одно сокровище от богов мусора. Нет, сокровище вот где. Камень, доски, вино. Да, я поставил бочку для брожения. Могу делать там пиво, вино, ну тоже там нужны какие-то ресурсы. Это что такое? Картофель. Да, и мне нужно будет сходить в город за семенами. Семян маловато. Заказ с 50 капусты, это я точно, наверное, никак не сделаю. Потому что, ну, это надо 50 семян капусты скупить. Я вот здесь вообще еще не был, честно говоря. Давайте посмотрим карту. Где лошадь не покупать? Не показано. Вот туда я смотрю, 260 метров. Где-то вот, где-то там. Бревна. Ну я пока все подряд беру. Если там тяжело будет, выкину что-нибудь. Бочка. Ух ты, слиток железа. Добудьте железный слиток. Железо я пока делать не умею. Еда. Так, на доски. Блин, уже 47. Все, больше тут ничего нет. Вообще в игре надо исследовать, потому что бывает в таких вот, знаете, местах, ну вот благодаря вот такому вот чутью я эти места нахожу. Бывает так, что спрятано хорошо. Сундуки. А в сундуках можно найти иногда, бывает, полезные вещи, вот как сейчас я нашел железные слитки. Так, идемте. Хорошо бы, чтобы благодаря лошади я мог больше переносить вес. Понятно, что я и перемещаться буду быстрее, но и увеличение грузоподъемности мне бы пошло на пользу. Я в этих местах еще не был. О, смотрите, кто-то сидит. Кто ты? А я не могу с ним говорить. А это что такое? Сено взял. Ты не против, мужик, что я у тебя сено беру? Капусту взял. А, ну вон, я здесь буду сейчас покупать. А лошадь. Рынок животных, вот. Работает ежедневно, да, кроме воскресенья. 7 до 6 вечера. А, ну круглосуточно, я так понимаю, да? Даже ночью. Коровы тут есть. Надо тут тоже походить, побродить. Может где-то что-то спрятано. Сено. Вон, видите, не зря я нажимаю. Бревна. Но самое главное, ящики с лутом, они бывают так хорошо запрятаны. Что их так сразу и не увидишь.
Больше здесь пока ничего не вижу. Давайте разговаривать. Ну и купим лошадь. Привет. Кажется, мы еще не встречались, да? Мы не встречались, я здесь новенький. А, это тебе МакГаффин продал свою ферму. Приятно познакомиться. Не знаю, вы больше из разряда авантюрного ковбоя или фермера и ранчера. Но если второе, вы как раз встретили нужного человека. Я ветеринар. Я также управляю рынком животных, который ты видишь здесь. Так, ну вот, да, покупка гривы. И второе задание, что-нибудь знаете о Диабледжо. Задание живым или мертвым. Ну, это преступника поймать. Диаблего, почему? Что-то случилось? Кто тебя прислал? Шериф упомянул, что тебе есть о чем рассказать. Да, это имеет смысл, но боюсь, тебе придется спросить кого-то другого, парнишка. Прости. Вообще-то, ты уже, может быть, поговорил об этом с мэром? Нет, еще нет. Почему? А, ты не... Ну ладно. Ну, как я говорил, я не знаю о нем намного больше, чем остальные здесь. Но все же поспрашивай у местных. Так, слышал, у тебя есть лошадь на продажу. Да. Я поговорил с Беном Фостером, когда он возвращался в город. Он рассказал мне, как ты помог ему и Аврааму. Так что, знаешь что, у меня для тебя специальная цена. Как насчет $15? Если передумаешь, я буду поблизости присматривать за животными. Но подумай как следует, что за ковбой без коня. Ну, давай. У меня он еще есть. Сделаю тебе скидку, раз ты тогда помог бедному Аврааму перегнать скот на пастбище. Всего лишь $15. Вперед, дай $10. Смотрите, есть вариант. Да, $10 я всего лишь дал. Отлично, ты не пожалеешь. Так, посмотрим, какие у тебя есть животные. О, я у него могу купить всех животных, которые мне нужны. Но у него только кролики продаются. Слушайте, ну они недорого стоят. Либо ждать, когда там мне в ловушку попадутся, либо я могу у него купить. Вот я не знаю, только у них есть мальчик-девочка. Наверное, есть. Боя и Кэррит Кэссиди. Возраст. 1 день. Худой. Так, малоежка. Очень привередлива в еде. Так, а этот? Высокая либидо. О, ну значит, вкусное мясо. Давайте вот этого возьмем. А, я могу продавать, смотрите. Да, есть пол. Хотя я не знаю, вот Сэм, это, наверное, у меня мальчик, и он мальчика продает. Я не знаю, надо мне 2 мальчика, мне бы девочку. Ладно, давайте за $1 возьмем боя. Девочку поймаем. Так, и все, больше у него животных нет. Закрепите свое новое животное за домом для животных. Сделаем. Так, что у тебя еще есть? Он продает шины и бинты. Ну, мне это ничего не надо. Что тебе продать? Продавать пока нечего. Кувшин. Надо мне кувшин? Не надо, наверное. Это что, вино? Пиво. Ну, оставим пока. Так. Что еще? Думаю, моим животным нужно особое лечение. Вот это что за вариант? Тебе нужно знать, как обращаться со своими животными, чтобы им было хорошо. Я могу сделать это за $1. Давайте дадим, посмотрим. Либо он меня научит, либо он просто... Я не знаю, что он сделает за этот $1. Я не знаю, что он сделал за этот $1. Но $1 он с меня взял. Так, все, ребятки, больше здесь ничего нет. Оседлайте своего нового коня. Вот моя лошадь. Собрать информацию о самом последнем местонахождении Диаблего у окрестных жителей. Это мне надо, наверное, опять надо будет в город.
Так, это мне навестить это. Покупка гривы сейчас сделаем. С жителями города надо поговорить, да. Ну давайте посмотрим, что за конь. Вот эта история. Плотва. Хорошее имя для лошади. Что, правда, ее зовут Плотва? О. Слушайте, ну неплохо. Так, а грузоподъемность у меня увеличилась. 75 килограмм. Не, ребятки, по-моему, как было, так и есть. Так, а слазить как? Е? Да. Слушайте, ну я просто как бы на ней перемещаюсь, а позвать своего коня. Но грузоподъемность, по-моему, 75, и как на лошадь перемещать, тут, видимо, такого нет. Так, я здесь все изучил. Все обследовал. Ну вот, теперь у меня есть лошадь. Да. Так, давайте посмотрим, что дальше я могу сделать. Да, поезжать к Рафу с оружием на стрелковую тренировку надо съездить. Это у нас что? Навестить мисс Максвелл на ее ферме. Ну-ка, давайте посмотрим, где это. На ферме на западе. Почему на карте не отображаются квесты? А, смотрите, можно быстрое перемещение наконец-то есть. Правда, это стоит денег. Я могу на ферму за $1. Церковь за $1. А вот сюда не могу. Куда-то могу телепортироваться, а куда-то нет. Вот на ферму могу телепортироваться и на заставу. Ой, не заставу, а к церкви. Правда, это стоит $1. Так, ну, я сейчас подумаю, какое задание выбрать. Либо вот навестить Максвелл, или съездить в город, собрать информацию о самом последнем местохождении у окрестных жителей. Следует поговорить с жителями города о том, где они в последний раз видели бандитов. Ну или пока это оставим. Или вот поезжать, пострелять. Что у меня еще есть? А, нет, ребятки, мне в любом случае надо в город. Давайте-ка вот это я сделаю. Я поеду сейчас в город. Поговорю с жителями. И мне нужно, ну, наверное, на все деньги, какие у меня есть, накупить семян. И заняться уже плотно огородничеством. С капустой. 50 капусты. Я не знаю, как собрать. Сейчас все семена капусты, какие есть, я все их скуплю. Слушайте, управление лошадью оставляет желать лучшего. В медленном темпе еще нормально ехать, а когда ты галопом, тут как-то тяжеловато. Так, мне надо семена. Сейчас давайте в первую очередь за семенами. Где-то здесь вывеска была. Вот семена. Да, ну и с жителями надо разговаривать. Вон они тут ходят. Ты что-нибудь знаешь о Дьяблеме? А, он, подруга рассказала мне о нем. Полагаю, раз уж ты теперь здесь живешь, тебе тоже следовало бы знать о нем кое-что. Ты его в последнее время в округе видела? Я лично нет, но Бен, мой муж, да. Где-то у реки, у пристани или что-то в этом роде. Обязательно поговори с ним, если хочешь узнать подробности. Бен. Так, ну-ка спросим. Смотрите, а у меня есть вариант, я кое-что принес с собой. Что это такое?
А, это он квест выдал. Мешки с водой. Ну, можно через почту это делать. Так, спросим про Диаблегу. Прости, география меня мало интересует. Диаблегу, то есть тот бандит. А, этот? Говорят, он сумасшедший. Кажется, я даже видел его однажды. К счастью, он не заметил меня. Где это было? Возле железнодорожной станции, той, что рядом с твоей фермой. Если бы он подождал там еще немного и действительно сел на один из поездов, мы бы все спали куда спокойнее. С Беном надо поговорить, с мужем вот этой вот лавочницы. Вот это кто стоит? Раф Даймонд. А, это с ним потренироваться надо, пострелять. Насчет той... Ну давайте сперва спросим про Диаблеху. Это имя. Я знаю о нем почти все, что мне когда-либо могло понадобиться знать, приятель. Ты знаешь, каково это не иметь возможности присутствовать на похоронах собственного отца? Он убил моего отца, когда я был за границей. Я пропустил похороны отца. Когда я вернулся, я поклялся на его могиле, что достану этого ублюдка так или иначе. Когда моя мать узнала, что Диаблега сделал ее вдовой, это чуть не сломило ее. Порой я не знаю, кто ненавидит его сильнее, я или она. И думаю, ни один из нас не собирается прощать. Ты хотел спросить что-нибудь конкретное про этого урода? А ты его в последнее время вообще видел в округе? Нет, и пусть радуется, что я этого не сделал. Так, насчет тренировки по стрельбе. Еще в силе, только тебе придется навестить меня на моей ферме. Именно там у меня стрельбище. Да. Ну, это около моей фермы он живет. С Беном надо поговорить. А кто Бен? Кто такой Бен? Я уже не припомню. Смотрите, что это он? А, Тед. Давайте с Тедом поговорим. Что-нибудь знаешь про Диаблегу? А что с ним? Как я могу тебе помочь? Ты его случайно в последнее время не видел? Слушай, я много кого знаю. С этим человеком я сам встречался. Но что бы ты ни искал, я не могу тебе помочь. Он всегда ко мне по-человечески относился, а я не из тех, кто стучит на людей, держащих слово. Надеюсь, ты поймешь. Ну, ничего покупать. Доступный для разблокировки, смотрите. Блин, ну все, денег стоит. Кровать, ну он $10. Стол, скамья. Но я это пока не буду делать, потому что у меня нет мастерской. Мне надо делать мастерскую. А, чтобы делать мастерскую, там нужно много ресурсов собирать. Так, мне самое главное купить семена. Вот это не Бен идет. Нет, я с ним даже говорить не могу. Стоп, а чё, почему закрыто? А, потому что сегодня суббота. Амелия Литлоу. Ой, и в воскресенье она не работает. Она только до понедельника теперь. Блин. Так что остался я без семян. Так, а как... Тут есть какая-то такая кнопка. Как смотреть людей? Вот Бен. Кто такой Бен? Здесь никого нет. Дьюи, дружелюбный сосед. Нет, мне не нужен. Кларк. Ты что-нибудь знаешь об Диаблегу? Вот, спросим. Это тот самый бандит. Я слышал о нем, и не только от людей в городе. Каждый владелец салуна в этой части страны либо слышал о нем, либо, что хуже, принимал его в своем баре. Принял? Поневоле. Он со своей бандой уж точно знает, как развлекаться. Они не просто заглядывают, они захватывают заведение.
Налетают гурьбой, выпивают все до последней капли, заодно обчищают кассу. Потанцуют, подерутся и исчезают, будто все это была лишь игра. А ты его где-нибудь видел в последнее время? Знаешь что, вообще-то да. Однажды поздно ночью я прибирался в салуне почти до утра и увидел его на лошади у ратуши. Мэр Дигби все еще сидел у себя в кабинете, а Диаблего заглядывал в окно, немного поглядел и просто уехал. Все, задание выполнилось. Вернитесь к шерифу и сообщите ему, что удалось узнать о Диаблего. Ну, видите, тут еще надо было с Беном, с мужем вот этой торговки. Ну, я не знаю, кто. Надо посмотреть, тут как где-то я видел такую функцию. Во. Бен. Бенджамин Фостер? Была какая-то такая, или, по-моему, когда я нажимал на табличку «Время работы», появлялось сообщение. Вот это кто идет? Ну-ка. По-моему, вот когда нажимаешь вот на эту табличку. Нет, здесь она не нажимается. А вот в магазинах, когда нажимал, там что-то выходило. Так, давайте вот с этим нужно поговорить. Ты что-нибудь знаешь о Диаблего? Да, пусть радуется, что я его тут не видел. Ублюдок просто получил бы молотом по башке. Но он у тебя что-нибудь украл? Он сделал кое-что гораздо хуже, но не мне. Убил отца Раф несколько лет назад. И тоже хладнокровно. Да, это грустная история. Старина Джефф Даймонд. Вот был мужик, говорю тебе. А этот подонок заслуживает, чтобы его повесили на дереве. Ну это вот, когда я сейчас разговаривал с Рафом, который пострелять меня зовет. Ну да, я сам его в последнее время не видел. Можешь попробовать поговорить с Отто, нашим городским ветеринаром. Он говорил мне, что не так давно видел, но я уже с ним разговаривал. Так, где ты обычно добываешь материалы? Я-то пользуюсь припасами, которые привозят поездом, но отец рассказывал мне, что когда-то, где-то в этих краях был огромный железный рудник. Я только знаю примерный район. Новое задание, жуткая шахта. Эй, может ты сможешь это найти? Должно быть где-то рядом с тем местом, где, как я слышал, ты живешь. Вот, отмечаю это место на твоей карте. Осмотри там, может что-нибудь найдешь. Ладно, я посмотрю. Слушайте, железный рудник, это мне надо. Так, есть какое-нибудь хобби? У меня слава 6. Но у меня слава 6 нету. Молоток. У меня деревянный молоток. Но не будем покупать, потому что если я добуду железо... Вернитесь к шерифу. А почему шериф так далеко? Шериф за 500 метров отсюда, он же тут должен быть. Проверьте жуткую шахту, о которой говорил кузнец. 600 метров. А, вот эта шахта. Слушайте, она недалеко от моей фермы. Надо будет сходить. А почему шериф за 500 метров? Он где ходит? Он же тут должен быть. Так, ну все, мне тут делать нечего. Можно, наверное, портоваться к себе на ферму и дальше заниматься фермой. Вернитесь к шерифу. Блин, ну правда, что так далеко-то, 500 метров? Так где ты вообще? Съездить к нему, а вот там наверху, смотрите, чистокол. Там тоже что-то есть. Ты и я, друг. Пойдем искать приключения. Вот здесь вот я был. А, это виселица. Слушайте, ну на коне, конечно, быстрее.
веселее путешествовать на коняшке. Вся мебель делается в мастерской. Кровать, вот там, буфет, то, что сейчас я видел. Рецепт это за деньги можно покупать. Но я не стал, потому что у меня мастерской нет, ее нужно делать. Оп, еще лошадь прыгать умеет. Ферма Слая Фокс. Ой, начался. Надо сходить тоже все посмотреть, с кем-то разговаривать. Хитрый лис. Ну, давайте сперва вот с этим. У меня есть информация о местонахождении Диабле. Отлично. Рад, что ты отнесся к делу серьезно. Вот эти плакаты ты будешь расклеивать. Развесь их в любых местах, где люди по городу говорили тебе, что в последний раз видели того таракана, то есть Диабле. Добавлю еще один в придачу. Можете оставить, выбросить, повесить на стену или использовать как ковер, решать вам. Начну с ратуши. Так и сделай. Вернись, когда закончишь, поговорим о том, что с ним делать дальше. Ну-ка, вот с этим можно делать. Хитрый лис. Ну, он это диалога с людьми. С шрифтом тоже делает. Развешивать плакаты мне теперь. Здесь что-нибудь можно умыкнуть. Нет, ничего нельзя умыкнуть. Развесить все плакаты. Повесь объявление о розыске на доске объявлений на ратуше. Так, там у меня что? А, шахту. А это ратуша. Ну это снова в город надо возвращаться. Где моя лошадь? Ладно, здесь. Здесь ничего нет. Это кукуруза. Ой, ворона. Там еще двое. Слушайте, интересно исследовать мир. Вообще пока все нравится. Квесты интересно выполнять. И мир исследовать интересно. И заниматься своей фермой тоже интересно. Так, ой, не зря я сюда пришел. Смотрите, что здесь. Старые мешки. Я не знаю, зачем мне это надо, но я все подряд заберу. Так, мне нужно есть, мне нужно пить. Раз. Ну и вода у меня есть. О, $2. Вот почему интересно исследовать мир. Даже деньги можно найти. Сырая шкура животных. Супер. Так, а бочки зачем? Ну, это бочки, наверное, разбитые бочки. Ну, их можно продать, они хоть и дешевые, но это все продается.
71 килограмм. Надо на ферму возвращаться. Я сейчас съезжу обратно в город, развешу плакаты. Давайте, наверное, я сегодня это видео закончу. Вот. Ну, абсолютно весь процесс игры снимать, конечно, ну, это очень много будет, да, длительные будут видеоролики. Ну, самые такие интересные квесты, наверное, да, я буду снимать. Пока вот фермой пойду и займусь, там надо мастерскую ставить. Ну и вот там такие вот простые квесты, там пострелять на стрельбище, уж я это не буду снимать. Потом вот сходить на шахту. Жуткая шахта, о которой говорил кузнец, она недалеко от фермы. Повесить объявление. Вот сейчас вот это сделаю. Ладно, ребятки, благодарю за внимание. Продолжаю играть. Жизнь ковбоя. Ну, в следующей серии пока не знаю, что будет. Но какой-нибудь, наверное, буду выполнять задание. Так что не пропустите.